веры посвящается нашим братьям и сестрам, судимым за проповедь Евангелия, прошедшим через нечеловеческие страдания в тюрьмах и лагерях, умиравшим от голода, болезни, непосильного труда, пыток властей атеистического режима, но в несломленной вере в Господа. Тем, чье поколение постепенно уходит с нашей земли. Посвящается программа телеканала «Импакт. Герои веры». Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Герои веры». Мы продолжаем вам показывать вечер памяти, посвященный многолетнему узнику за проповедь Евангелия, пастору Николаю Петровичу Храпову, который состоялся в марте 2014 года в Русской Баптистской церкви в Брайте. Сейчас мы прослушаем несколько свидетельств людей, в душе которых остался яркий след от жизни и служения Николая Петровича. Мой папа, когда женихом приехал. Как приехал-то? Ну, конечно. Он прислал карточку, но там он необыкновенный, не такой. Он не от мира все, такая обыкновенная. Фотографию, да? А Лиза туда ответную, такая махонькая на одном глазку. А что в Коле уже за невестой ехал, Храпов Николай Петрович. Списали, что он едет за невестой, оттуда отправили за невестой. Отправили за невестой, он едет уже не в вагоне, а на приступках уже едет. Но за невестой-то за невестой, но нервы играет. А меня дома родители говорят, едет он невестой к нам, но здесь невест очень много. Выбор большой, собрание уже, Сталин умер, уже стало собрание Романовский уже. Так что вот он не должен к нам, он должен коротко заехать. Это папа с мамой так решили. И меня отправили в командировку собрания, где как раз день собрания. И ты пойдешь, значит, он не должен сюда вообще-то по нормальному. Он заедет в собрание, а там решит, может, коротко его возьмут к себе тетя Тоня. И меня отправили на собрание. Я, значит, в собрании побыла, никаких пришествий нет. Если бы приехал, тут целое пришествие было бы. Ну, да. Он бы стал петь бы там, какую-то для страдальцев эту песню выучил. Значит, я еду домой одна. Иду, захожу на этот... Помнишь, наверное, ты живешь там, браслет Рисовый? На Рисовой, да-да-да. Захожу, значит, на пороге Николай Петрович, вот такой черной косоворотке, а так росили здесь на пуговицах, а это отворачивается, волосы причесаны черные, вот так. Мы услышали, что в Ташкенте арестовали Николая Петровича, Галю Егорину. Настало время тут, и наших начали вызывать на допросы, и меня тоже. Мне тогда было неполных 15 лет. Потом, значит, через некоторое время меня повезли в Ташкент. Это было как раз осенью. Повезли меня в Ташкент. Я с поезда поехала к сестрам. Верующие сестры жили в Ташкенте на улице 8 марта. И недалеко как раз от Лизы. Туда я побоялась идти. Ну и вот. Значит, сестры мне рассказали, что Лиза родила Коленьку. Ну, мы помолились, обрадовалась я.
спросила, как чувствует, все. А на утро, значит, пошла на назначенное место, куда мне сказали прийти. Пришла туда, и, значит, привели меня в многоэтажное здание, в кабинет. Зашла, поздоровалась, там сидит в штатском мужчина, сказал мне сесть, ну, я села. Ну, он начал спрашивать данные мои анкетные и записывать, дал подписать там бумагу какую-то, ну, о неразглашении этой тайны. И тут привели Николая Петровича, да, раскрылась дверь и ввели Николая Петровича. Сказали ему сесть около стенки на стул. Я сразу вскочила, говорю: Николай Петрович, приветствую. А следователь как закричит: сядь! Ну, я прямо как влипла в этот стул, меня всю колотило. Ну, я мысленно обратилась: Господи, помоги мне, чтобы сказать то, что нужно. И тут начали задавать вопросы, те же самые, которые и там в Ангрене следователь задавал, как Николай Петрович молодежь втягивал. Я сказала, что этого не было, и, значит, они требовали, чтобы сказать, что Николай Петрович вот именно с молодежью работал и говорил, что против советской власти, но я это все отрицала. Затем следователь начал что-то там писать, уже закончился этот допрос. Ну, я, значит, Николай Петрович был очень бледный, измученный такой, но лицо радостное, в глаза сияли. Несмотря на то, что он, вид у него был очень такой подавленный, и это видно, что он очень похудел и бледный такой. А я говорю: Николай Петрович, а у вас родился сын Коленька и Лиза, и он себя хорошо чувствует. Следователь как вскочил, кулаком по столу как стукнет и говорит: замолчи. Ну, я, значит, сразу замолчала. Николай Петрович говорит: ну что ты на девочку-то кричишь? Ей же, говорит, еще 14 лет всего, что ты на нее кричишь-то? Она же не знает ваших законов. Ну и вот, и это самое, а сам, значит, как-то вроде как прикрыл глаза и обратил, в общем, взор к небу. И я смотрю на него и чувствую, что он молится, и лицо у него сияет, что вот он благодарит Господа. Я хочу коротко рассказать о нашей встрече с Николаем Петровичем во внутренней тюрьме КГБ города Ташкента. Его арестовали 18-го, меня 28 мая 1966 года. Следствие длилось до ноября месяца. Я находился в одиночной камере. В какой камере был Николай Петрович, мне неизвестно. На прогулку выводили на полчаса, но совершенно одного. В конце ноября 1966 года утром меня попросили следовать за надзирателем. Когда мы оказались в коридоре с комнатами для допросов, у высокой лестницы, ведущей вверх, он передал меня человеку в штатском. Я думал, что вели меня на очередной допрос. В коридоре неизвестный мне человек отдал меня старшим лейтенантом, и мы пошли дальше. Все происходило без единой реплики, молча. Вдруг я увидел Николая Петровича. Я хотел его поприветствовать, но офицер приказал держать руки за спиной и ни звука. Приказ был сделан почти полушепотом. Николай Петрович улыбнулся и кивнул мне головой. Нас обоих провели в кабинет, где нас встретил начальник следственного отдела Кунаев. Он вышел, оставив нас одних. Мы обнялись. «Помолимся, Герман», — сказал Николай Петрович. Мы оба помолились и благодарили Бога, что вместе можем изучать уголовное дело. Конечно же, мы знали, что нас подслушивает, и что нам нельзя говорить о внутренних делах церкви.
Николай Петрович выглядел усталым. Я вырос без отца, и он в какой-то степени заменил мне его. Я его очень уважал и любил. Со всеми вопросами я обращался к нему. Часто совместно обсуждали и анализировали ошибки, которых я в жизни наделал немало. Он как будто угадал мои мысли. На ошибках учится, брат. Ты не знал ни материнской, ни отцовской ласки. Тебя воспитали по прусской традиции. Но этого недостаточно. Каждый человек нуждается в любви. Не унывай, брат, Бог не оставит тебя. После прочтения каждого свидетельского показания Николай Петрович приглашал к молитве за того человека. Помню, на второй день я спросил, как отнеслась Лиза к моему аресту. Я ответил, можно ли заглянуть в душу вашей супруги, которая столько уже перенесла. Мы в тот же день встретились с церковью и молились за вас. Ваша супруга молилась о вашем здоровье и силе и крепости. Он кивнул головой, вынул платочек и вытер слезы. Дети мои, дети, выросли без папы, боюсь за них, ох, как боюсь. Тут я не выдержал и сказал, помолимся за них. Николай Петрович долго не вставал с коленей. Он умолял Бога сохранить в детях веру в Него и не разочароваться во всем. Так мы провели совместно 7 благодатных для меня лично дней. На прощание мы вновь склонили колени и молились за исход судебного процесса. После суда мы встретились вновь на пересылке. Мы сидели в одной камере с другими осужденными. Здесь Николай Петрович давал мне последнее наставление. Если у тебя есть что на сердце, то можешь мне рассказать. Мы сидели в углу камеры, и я рассказывал ему обо всем. Он отнесся по-отцовски, возложил руки на мою голову и помолился. Говорил, если появится Библия, учи псалмы наизусть, пригодится в жизни, особенно в лагерях. Еще относительно еды, для того, чтобы у тебя возникало меньше искушения, сказал он, ты должен воздерживаться от определенной пищи и чаще поститься. Заключенные прислушивались с любопытством к нашему разговору относительно пищи. Мы расстались рано утром. Он обнял меня, помолился, предав меня Богу, расцеловал, взял свои скудные пожитки и пошел вслед за заключенными, не зная, куда их повезут. Меня отправили в Зингир-Ата. Последняя наша с ним встреча была необычная. Мы с тещей уже продали дом для эмиграции в Германию. Он появился неожиданно. «Я хочу над вами помолиться», — сказал Николай Петрович. Мария, моя супруга, и я склонили колени, и он молился. «Господи, благослови и пошли их на Твою ниву, чтобы трудили и жили для Тебя. И я благословляю их, Бог мой, на миссионерский труд». Мы оба рыдали. Как он появился, так и исчез. Мы никогда больше не виделись. Удостой нас, Господи, увидеться с ним у ног Твоих. В связи со 100-летием со дня рождения Храпова Николая Петровича хочу сказать, что я его знал, так как бывал в городе Ташкенте, в церкви, где он был пресвитером. Приезжал также в Ташкент на встречу по возвращению его из мест заключения. Николай Петрович был во Фрунзе, в нашем доме и в церкви. Я имел с ним беседу на внутрицерковные темы. На все мои вопросы он отвечал четко и конкретно. Проповеди его были очень духовные, назидательные, призывающие к отделению церкви от мира и к посвященному служению для Господа во имя Иисуса Христа. Николай Петрович хорошо мог проводить молодежное общение в разных регионах страны, и молодежь, да и все верующие, любили слушать его проникновенные проповеди на разные темы. Я удивлялся его смелостью и дерзновенностью в благовествовании на свободе и вузах. Он был примером для меня, для молодежи и для братства. Он был светильником, светящим и горящим до конца, верным Господу. Это был одаренный проповедник, благовестник и замечательный христианский писатель и поэт.
Его книга «Счастье потерянной жизни», напечатанная вначале еще синькой, разошлась по всей стране и читалась на одном дыхании всеми верующими. За эту правдивую книгу он поплатился узами и страдая за Христа. Его замечательные поэмы и стихи были глубоко духовными и призывали молодежь к труду на ниве Господней, не страшась страданий и гонений за Христа. Его стихи, переложенные на песни и мелодии, еще и сейчас имеют положительное духовное влияние на всех верующих. Николай Петрович действительно является образцом для подражания верности Господу, страдая до уз и даже до смерти. Он умер в лагере как добрый воин Иисуса Христа, подвязаясь за веру евангельскую. Можно о нем сказать, что подвигом добрым он подвязался, течение совершил, веру сохранил. Николай Петрович будет в Пятигорске. Мы в то время жили не так далеко, минут 10 езды было. И я решила поехать послушать его, потому что перед этим я как раз только прочла его книгу. И я, конечно, была потрясена. Для меня это была история, была, конечно, потрясающая. Я поехала. Я ждала второго ребенка, помню, у меня было свободное время. Это была зима, где-то 80-го года. И я приехала в Пятигорское собрание, и там в основном сестры были. И он рассказывал вот эту историю лично как от себя. Не читал, а просто говорил. И вот мне было настолько приятно слушать все это, и я была такая в восторге лично, когда прочитаешь, а потом видишь этого человека, и воспринимается по-другому. И приехала домой, и в таком восторге маме рассказываю всю эту историю. И она говорит, я тоже хочу поехать. И пригласила свою соседку. Соседка, которая была убежденная атеистка, и она, я никогда не думала, что она согласится поехать. А мама решила ее пригласить. И вот мама берет, значит, ее с собой, и они едут на следующий день слушать Николая Петровича. И что происходит? Они возвращаются обратно, и соседи встречают их и говорят, а что это ты не на скате, не молиться ходила? Она говорит, да, представьте себе, ходила молиться. И я там встретила такого человека, и села с ними, и стала рассказывать им эту историю, как она увидела этого человека, как она слышала это свидетельство, и как она не могла, после того, как он пригласил к молитве, она вышла, упала на колени и каялась. Это была такая женщина, просто ярая атеистка. Она всегда пыталась нас отправить в детский дом, собирала все подписи, ну, очень активная была женщина. И вдруг вот такие вот перемены. Я думаю, что эта личность Николая Петровича могла, конечно, подействовать, потому что его вид очень был располагающий. И вот лично мое впечатление было, что вот люди такого характера, они на самом деле как бы напоминают самого Господа Бога. Он такой весь белый был, волосы белые, борода, доброе лицо, добрые глаза, добрая улыбка и голос сам. Вот вся, я не знаю, вся личность располагала к тому, чтобы его слушать и принимать, именно принимать то, о чем он говорит. И вот эта женщина с первого раза приняла Господа. Для нас это было такое свидетельство, что я никогда не смогла забыть. Жизнь Николая Петровича Храпова в русском братстве оставила глубокий след. Преданность, верность, искренность в его служении. Он написал книгу «Счастье потерянной жизни». И однажды, когда мы шли с ним в дом молитвы для молодежного служения, он должен был проводить. Он спросил, какое влияние оказывает его книга на молодежь. Я сказал, что ее с удовольствием читают, она очень интересная, захватывающая. Он спросил, нет, в воспитательном характере, какое она оказывает влияние. Я не мог тогда ему ответить, я был еще молод. Но вот прошло время, 3 года назад, в 2011 году я был на молодежном лагере на Дальнем Востоке, и у костра спросил молодежь, какая книга оставила наибольшее влияние после Библии. 30% назвали «Счастье потерянной жизни» из них. И одна сестра сказала, что я и покаялась, читая эту книгу. Жизнь оставила яркий пример и продолжает свою работу, действие.
книга «Счастье потерянной жизни». Да благословит Господь и всех детей Николая Петровича. Вы знаете, Юрий Сергеевич Грачев, известный служитель Божий среди христианских церквей, он однажды сказал мне: я хочу посетить дом Николая Петровича Храпова в Ташкенте, потому что я давно его не видел. Юрий Сергеевич Грачев только недавно освободился из тюрьмы, и Николай Петрович Храпов тоже недавно только пришел в свою семью из тюрьмы. И вот говорит мне: Вениамин, давай, поедем вместе с тобой в Ташкент. И так мы после долгого пути оказались в Ташкенте. И вот мы уже в доме Николая Петровича Храпова. Удивительно, я был свидетелем, как Николая Петровича ни на минуту, ни на секунду не отпускали супруга его Лиза и детки его. Они все время окружали его, и чувствовалось, как они истосковались за ним. И, дорогие, перед моими глазами эта картина, она все время перед моими глазами. Мы идем все вместе в молитвенный дом на служение, и впереди Николай Петрович идет. У него вообще осанка такая ровная, стройная, и на плечах его сидит кто-то из его дочерей, доченька так, вот лет 5, вот так примерно. И мы все идем за ним. И удивительно, как все мы следовали в молитвенный дом в радости, что и Николай Петрович, и Юрий Сергеевич вместе с нами. И что я хотел сказать? Прошло с той поры примерно 50 лет. И вот совсем недавно, не больше года назад, после моего авторского концерта в городе Сиэтле, когда закончился концерт, меня окружили братья и сестры, и кто-то сказал: а вы знаете, Вениамин Маркович, а между нами есть сестра, дочка Николая Петровича Храпова. И выпускает вперед как-то в круг молодую сестру, и она говорит: да, я дочка Николая Петровича, меня зовут Надя. Вениамин Маркович, а вы знаете, это я тогда сидела на плечах своего отца. Все, у меня остановилось все. Думаю: Господи, какие удивительные встречи Ты нам посылаешь здесь на земле. Слава Ему! И промелькнула такая мысль: а что же на небе будет, когда мы все встретимся в Царстве Господа нашего? Вот такая история. Здравствуйте, Надежда. Спасибо вам за добрые слова и пожелания. Я разыскала вас на сайте, с удовольствием пересмотрела фотографии и нашла фотографии Петиного семейства. Интересно было увидеть своего одноклассника через много лет. Я не перестаю удивляться. Это надо же уехать далеко от Узбекистана, услышать знакомую фамилию и узнать, что о вашем отце здесь, в Норвегии, знают, и узнать о его непростой судьбе. Это еще одно Божье чудо. Первую книгу прочитала за один день. Сегодня начала вторую. Очень жалею, что не сделала это раньше. Но, видимо, Бог определяет всему свое время. И эти книги Он решил мне послать именно сейчас. В любом случае, они для меня очень ценны. Елена Антонова, Норвегия. Я очень благодарен Господу за то, что Он воздвиг среди нас Николая Петровича Храпова, человека особо одаренного, верного, бескомпромиссного и истинного служителя. Первая встреча с Николаем Петровичем запомнилась мне на всю жизнь. И хотя прошли годы, но эти светлые чувства хранятся в моем сердце. Было это в 1965 году в Десне, Московской области, когда мы собрались на братское совещание. Радость встречи на свободе для нас длилась недолго. В 1966 году его арестовали 4-й раз, меня во 2-й раз. Мы стали сообщниками не только в служении, но и в тюремных испытаниях. В 1971 году Николай Петрович со своей женой Елизаветой приехали погостить к нам в Латвию. Они жили в нашем доме, и это был настоящий праздник. Хотя я волновалась, переживала, как принять таких дорогих гостей.
Но оказалось, что они люди простые, доступные, дружелюбные, не требующие внимания к себе. И нам с ними было очень легко. И действительно, своим посещением они принесли благословение всему нашему дому, принесли благословение всей церкви в Риге. И каждое его слово, каждая его беседа и проповедь, я как-то впитывал их в себе, и его христианский опыт служения. Я увидел, что он был добр, очень строг к себе, но снисходителен к другим. Было время, когда Совет Церквей поручил мне нести служение с Николаем Петровичем. Мы много посетили церквей в различных городах, но мне очень запомнилась особенная поездка, это на его родину, в Коломну. Он очень хотел, чтобы я побывал в его отцовском доме, чтобы встретился с его родственниками и друзьями. И еще он показал мне ту дорогу и тот путь, которым вели его арестованного отца. И это был последний путь его на свободе. В поездках я помогал Николаю Петровичу корректировать его рукописи, которые он возил с собой. Одна из них – бестселлер «Счастье потерянной жизни». Хочу отметить, что благодаря подвигу веры, мужеству и личному примеру состоялись многие служители того поколения и поколения после него. В 1982 году мне чудом удалось прилететь в Ташкент на похороны Николая Петровича, так как власти всеми силами старались не допустить верующих приехать и почтить память великого человека. Николай Петрович является символом страдающего братства XX века, мученик за веру, поэт, талантливый писатель, титан веры и просто преданный слуга Божий, а мой искренний друг, сотрудник и брат. И поистине в вечной памяти пребудет праведник. Дорогая Надежда, как тесен наш христианский круг. Я случайно посмотрела ваши фото и поняла, что вы дочь знаменитого Николая Петровича Храпова. Я была маленькой девочкой, когда он тайно приезжал в Ригу. Собрание было на квартире. Все было очень строго и осторожно. Мы долго ждали. Вдруг появился седой и красивый мужчина. Его представили. Не все помню, о чем он говорил, но твердо помню, что с того момента я решила, что Господь мой господин. Год не помню. Но это и не важно. Я выросла в христианской семье, но решение принимать все равно однажды нужно. Я никогда об этом не пожалела. Слава Ему и спасибо вашему Отцу за смелость и верность. Будьте благословенны. Сестра Надежда. Город Рига. Проволоки колючая. С большим почтением наши дорогие деды и прадеды, отцы и старшие братья, бабушки, матери и сестры, за ваше мужество и стойкость, за верность Господу. Вы наши герои веры.